Всем привет! На примере данной 64-битной операционной системы Windows 10 с представленным уровнем контроля учетных записей рассмотрим, как можно в свойствах браузера автоматизировать добавление стартовой страницы, например, в Internet Explorer, а также прокси-сервера. Что может быть актуальным, когда это приходится достаточно часто выполнять? В таком случае на рабочем столе создаю текстовый файл, даю ему имя и, собственно, открываю. Далее вношу информацию, содержащую путь в реестре, где и указывается стартовая страница. В текущем случае это ссылка на мой канал. Также вставляю еще несколько строчек, которые связаны с добавлением прокси-сервера, его порта и ряда хостов, на которые не будет распространяться прокси. Теперь остается сохранить сделанные настройки в виде рек-файла. Для этого открываю данный пункт меню и выбираю «Сохранить как». В появившемся окне у имени файла меняю расширение с txt на rec и нажимаю «Сохранить». Таким образом, на рабочем столе можем видеть файл реестра. Проверим его, кликнув по нему дважды. В появившемся окне разрешаю внесение изменений в реестр. В следующем сообщении можно видеть, что все прошло успешно. Теперь в панели управления открываю свойства браузера. Здесь отображается стартовая страница, которую я указал в рек-файле. Перехожу во вкладку подключения, где в настройках сети также можно видеть прописанный прокси и порт. В целом все успешно работает. Ранее я также показывал, как автоматически подключить сетевой диск Windows. Теперь попробую объединить обе функции. Прежде в панели управления, перейдя в свойства браузера, сбрасываю исходную страницу и настройки прокси-сервера. После чего на рабочем столе открываю батничек текстовым редактором EndNote. Тут необходимо указать еще одну строчку для запуска рек-файла. Так как в моем случае в его имени имеются пробелы, прежде меняю их на тире. Затем ввожу данную строчку и сохраняю изменения. Также необходимо, чтобы оба файла находились рядом. Выполнив указанные действия, кликаю по значку «Этот компьютер» и запускаю батник. Спустя несколько секунд и подтверждение изменений в реестре сетевой диск подключился и, как можем видеть, работает. Перехожу в свойства браузера системы, где можем видеть, что стартовая страница сменилась так же, как и параметры, связанные с прокси-сервером. В таком случае, если в каком-либо браузере, используемом на компьютере, по умолчанию установлены системные настройки прокси, то в нем они будут собственно применены. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.